Обещала вам рассказать в следующем видео про то, над чем я работаю в этом году. Это умение замедляться, останавливаться, брать передышки, отдыхать. Я учусь отдыхать, я учусь наблюдать за интенсивностью событий в своей жизни и темпом, и регулировать его таким образом, чтобы я не впадала в выгорание, я не насиловала себя, я не брала у себя в долг. И в целом движение было, знаете, не скачками вверх, ты там супер много всего сделал, супер много активностей, все успеваешь, и потом из-за нехватки сил, ресурсов ты резко скатываешься в состояние, ну, если не овоща, то просто человека, который лежит на диване, смотрит в потолок и ничего не хочет, мало что чувствует. Это больше похоже, если честно, на какие-то биполярные волны, где мания сменяется состоянием депрессии. Я так не хочу, и я понимаю, что я могу на это влиять, мне просто нужно учиться этому, потому что я всю свою жизнь привыкла такими резкими скачками как-то жить и проживать как-то спад. И поэтому у меня долгое время на руке был браслет. Вот сейчас у меня здесь 2 браслета, на которых написано «Здесь и сейчас счастье» или «Счастье здесь и сейчас». Раньше у меня на руке был браслет, я заказывала надпись «Ite erit non semper». С латыни это означает «так будет не всегда». Этот браслет нужен был мне всегда, чтобы поддерживать себя в состоянии спуска, когда ты на дне, когда ты ничего не хочешь, у тебя мало сил, ты когда-то взял у себя в долг, и сейчас ты вымотан, и твое тело говорит «нет, сори». Ты не отдыхал нормально, ты не замедлялась, ты не присваивала себе результаты, ты просто бежала вперед и, по сути, и не жила в эти моменты, потому что ты много и быстро бежала, и ты очень мало что успела прочувствовать. Так вот, сейчас все эти чувства придется тебе переваривать, и их столько много, что ты не вывозишь, и просто самое простое — это впасть в состояние диссоциации, замирания, когда ты ничего уже не чувствуешь, потому что слишком много всего было засунуто назад и проигнорировано. Наверное, поэтому я и взяла отчасти sabbatical, и сейчас пытаюсь в течение дня, в течение недели, в течение месяца регулировать свой темп, уменьшать нагрузку, если я чувствую, что перебор. Я просто из тех людей, которым очень сложно останавливать. Если я раньше начинала смотреть какой-то сериал, который мне нравится, я могла смотреть его день и ночь, пока не посмотрю все серии, даже там пропустить пару дней универа, потому что настолько было интересно. Если я в детстве играла в какую-то игру, которая мне нравилась, я тоже могла сидеть и день, и ночь. У меня уже, я помню, даже в какое-то время я играла в Sims, и мне настолько нравилось создавать там дома, жить этими жизнями, что я могла там все свои каникулы целую неделю играть, и моя рука в какой-то момент, она просто была настолько холодная, потому что она всегда в одной и той же позиции, где мышка. Я шла в ванну, грела руку в теплой или даже горячей воде и шла дальше играть, потому что настолько было сложно остановиться. И я помню, один раз меня моя младшая сестричка утром будила, чтобы я могла покушать что-то, там мама блинчики сделала или что-то такое. И я, знаете, что я сделала? Потому что я там 3 дня подряд и 3 ночи подряд играла в этот Sims, я взяла ей, нажала на живот и охренела от того, что у нее не выпали сверху иконки, что ей сделать. Я хотела нажать ей на живот, чтобы у нее выпала иконка типа «прогнать», и нажать «прогнать», потому что я хотела дальше спать. И я в какой-то момент настолько, мой мозг был в этой игре, даже во сне, что когда я проснулась, первое, что я сделала, как в игре, понимаете, это настолько вот для таких людей, как я, которым сложно останавливаться, которые быстро загораются и быстро набирают оборот, скорость, и очень легко из-за этого выгорают, теряют чувствительность к себе, теряют это ощущение, что все, я подустал, надо немножко замедлиться, отдохнуть, пока они придут в точку, когда уже, ну все, уже тело просто начинает там болеть и, не знаю, сигнализировать, что все, я просто хочу лежать, отстань от меня, все. Вот таким людям стоит обращать внимание на то, что, во-первых, они могут влиять на темп, скорость своей жизни, на насыщенность своей жизни, и какие-то моменты, даже если это, не знаю, очень сложные моменты в жизни, типа увольнение, расставание, все это в один момент, переезд в другой город, не знаю, решение каких-то
бюрократических моментов, решения вопросов по здоровью. И вот все это вот как снежный ком навалилось, и все это сразу. У вас все равно есть возможность влиять на эту интенсивность событий, выбирать, что из этого вы будете решать в первую очередь, что во вторую. Возможно, разгрузить себя, отказаться от каких-то дополнительных проектов, от каких-то хобби, на которые сейчас нет сил, и поменять что-то, поменять в своей жизни. Каждый раз, когда мы включаем следующую серию в сериале, у нас есть выбор. Мы можем нажать ее, а можем попытаться либо на силе воли выключить компьютер, либо попытаться обмануть свой мозг и сказать: окей, я посмотрю следующую серию, я знаю, что я очень хочу, но через 5 минут. 5 минут я пойду на балкон, посмотрю, не знаю, на город, на деревья, я пойду попью воды, я пойду поотжимаюсь. Просто 5 минут своему мозгу дам передышку небольшую. И за эти 5 минут с большей вероятностью вы начнете чувствовать, насколько вы там устали, не устали. Вспомните про какие-то дела, которые вам нужно сделать, и про свои приоритеты. И здесь уже больше шансов на то, что вы сможете не продолжать смотреть сериал запоем, а остановиться и потом продолжить его там на следующий день, через неделю и так далее. И так абсолютно со всем. И мы можем на это влиять, я абсолютно точно в это верю. Даже те люди, которые, как я, очень быстро разгоняются, быстро привыкли жить на больших скоростях, мы можем научиться по-другому, если мы чувствуем в этом необходимость. В моем случае я решила, что я хочу попробовать замедлиться максимально, отказаться от всех рабочих проектов, от любых каких-то, не знаю, хобби, встреч с знакомыми, нетворкинга и так далее, и просто дать себе время побыть длительный период времени наедине с собой, вспомнить, что это такое, услышать себя и научиться кайфовать от того, что моя жизнь может быть минимально насыщена на события, но максимально насыщена на осознание, на исследование себя, на понимание себя, на проживание эмоций, которые раньше были не прожиты, на восстановление и так далее. И можно учиться, конечно, замедляться, останавливаться по чуть-чуть, но я решила вот таким образом. Мне казалось, что если я умею на больших скоростях двигаться, то мне сейчас нужно научиться на минимальных скоростях двигаться, и потом постепенно маятник начнет меньше замедляться, крайности будут все меньше и меньше отличаться друг от друга, и со временем мой маятник, он гармонизируется и стабилизируется. И пока что я думаю, что это очень хорошо работает. Посмотрим, что будет дальше, потому что в моменты максимального замедления есть возможность очень хорошо себя слышать, возможности врать себе или закрывать на что-то глаза практически нет. Те чувства, которые когда-то были подавлены, которые когда-то были не прожиты, сейчас проживаются, накатывается что-то. И тело восстанавливается за счет того, что весь мой образ жизни сейчас состоит, по сути, из сна, питания, тренировок, прогулок, встреч с друзьями, каких-то приятных увлечений в виде игры на укулеле, вокала, изучения испанского, практики английского, посещения интересных мероприятий и времени наедине с собой, самоисследования. В том числе, когда я записываю вот такие видео, у меня в основном нет никакого скрипта заготовленного, у меня есть идея, которой я хочу поделиться, есть какая-то ключевая мысль, которую я хочу донести через видео. Я стараюсь, не всегда получается, но я стараюсь минимизировать количество идей на одно видео, чтобы вам было проще воспринимать информацию. Не знаю, уж получается или нет, но в целом, когда я монтирую видео или отдаю на монтаж, и прежде чем видео готово для того, чтобы его публиковать, мне приходится несколько раз отсматривать, то есть черновой монтаж, потом монтаж с какими-то эффектами, потом еще что-то, какие-то правки вносить. И я в целом просматриваю эти видео несколько раз.
где я что-то вам рассказываю, что-то удаляется, чтобы вам проще было воспринимать информацию, чтобы видео было более интересное, что-то оставляется, и я могу замечать через видео какую-то информацию о себе, которую раньше я не знала, не замечала, какие-то свои особенности, начиная от внешнего вида и каких-то, не знаю, я вот недавно заметила, что когда я рассказываю про какие-то вещи, которые мне кажутся подозрительными или с хитринкой, я вот как-то так делаю, как будто, знаете, как змея. И это все я узнала через видео. Есть еще очень много личных вещей, которые я себе узнаю и запоминаю. И это связано с присвоением, потому что в этом замедлении тотальном, и вот если вы попробуете внедрять просто какие-то зоны вашего дня, где вы без гаджетов, наедине с собой, например, на прогулку ходите регулярно, или на сессию с психологом вы ходите регулярно, и целый час, 50 минут, вы посвящаете тому, что вы чувствуете, о чем вы переживаете, что вас беспокоит. И это честные диалоги, иногда очень сложные, но в них есть очень много силы, потому что от того, как мы воспринимаем реальность и насколько наша реальность, наше восприятие реальности такое же, как реальность есть на самом деле, зависит во многом успех принимаемых нами решений и ряда действий, которые мы делаем в реальной жизни. Если мы себе врем о том, что, например, нам наша работа нравится, и все хорошо, и нет, мне кажется, что я ее переросла, нет, мне кажется, что мне скучно, нет, мне кажется, что мне не нравятся люди, с которыми я работаю, нет, мне не кажется, и вот это вот все игнорируем, то рано или поздно последствия все равно будут, они настигнут нас. Если мы видим эту реальность такой, какая она есть, даже если это неприятно, больно, страшно, потому что придется что-то менять, придется что-то предпринимать, а сил нет, допустим, да, или нет финансовых возможностей дать себе передышку, как я смогла, например, обеспечить себе свой sabbatical, скопив заранее подушку финансовую. Я видела у Ольги Гагаладзе, она назвала финансовую подушку безопасности fuck off budget. С английского это типа, когда вот ты приходишь на работу, ты понимаешь, что тебя все бесит, все достало, коллеги раздражают, проект вообще тебе уже не интересен, не знаю, босс ведет себя ужасно, и ты такой, все, fuck off, типа пошли все взад, я ухожу, все, до свидания. И у тебя есть на это деньги, ты можешь не искать сразу какую-то новую вакансию, а ты можешь реально дать себе время отдохнуть, восстановиться, понять, чего я хочу, куда дальше, и дальше уже двигаться в том направлении, которое действительно ты выбираешь на данном этапе своей жизни. Мне кажется, я супер много наговорила, я, наверное, разделю это видео на два. В одном будет то, что я заметила про диалоги с собой, во втором будет, что я над чем я работаю в этом году. Я вам должна еще сказать такую информацию, что почему так важно уметь отдыхать, останавливаться, замедляться, потому что именно в эти моменты мы по-настоящему можем услышать себя, почувствовать какие-то такие, знаете, тоненькие струны своей души, какой-то тихий голосок, который что-то шепчет вам, и допрожить то, что не удалось допрожить на высоких скоростях. Плюс, когда скорости высокие, темп большой, мы теряем свою чувствительность, мы теряем, например, чувствительность к тому, что вообще-то мы устаем, вообще-то мы, не знаю, там, расстроены, потому что событий столько много, что если я буду фокусироваться на том, что я там сейчас расстроена из-за чего-то, то дальше там я запарю какую-то встречу с клиентом, не знаю, с парнем там что-то, не знаю, поругаемся, да, и так далее. И просто нет времени проживать это. А на самом деле в каждом из этих событий очень много скрыто потенциала для исследования себя и понимания себя, понимания того, что я хочу, и возможности влиять на свою жизнь с точки зрения того, что не вы бежите от снежного кома, который вот из разных событий, мероприятий, дел на вас уже просто летит, потому что раньше вы им управляли, теперь он вами управляет, да, и по сути вы бежите от него, а вы по-прежнему за этим снежным комом, и вы сами его можете в какой-то момент остановить, в какой-то момент
часть отсечь, сказать: нет, слишком большой ком, я не хочу, сейчас у меня нет на это сил, я хочу его уменьшить, остановить, отложить, пройти без кома какое-то время, да, посидеть на пеньке условно, да, если это визуализировать. Вот. На мой взгляд, самое ценное в умениях останавливаться, замедляться, это то, что, во-первых, ты начинаешь себя слышать лучше, ты начинаешь чувствовать то, что раньше не удавалось прочувствовать, ты учишься давать себе то, что тебе на самом деле хочется и нужно, и ты минимизируешь количество выгораний, депрессий, которые ждут тебя на пути высоких скоростей, быстрых результатов достижений и какой-то бесконечной гонки за чем-то, где, по сути, жизни и нет, потому что тебе некогда чувствовать, просто некогда чувствовать, некогда это проживать. И в моем случае, когда мы копали с психологом, почему мне так сложно останавливаться, это все было напрямую связано с темой смерти, потому что для меня какая-то остановка, прерывание — это как маленькая смерть. И самое интересное, что на вопрос, почему ты боишься смерти, боишься ли ты смерти или нет, я сказала, что я боюсь что-то не успеть. Это единственное, чего я боюсь на данном этапе своей жизни. Возможно, со временем что-то поменяется. Она говорит: а не успеть ты боишься что? Что ты боишься не успеть за свою жизнь? И я понимаю, что если обобщить, то чувствовать, просто жить. Я боюсь не успеть пожить эту жизнь. Но самый прикол, что я и не даю себе пожить эту жизнь из-за того темпа и скорости, который, мне казалось, я набираю очень быстро, и дальше я уже им не управляю, получается, а он управляет мной. Этот темп, эта скорость, потому что изначально как будто бы есть какой-то ресурс, силы. Вот ты там полежал на диване неделю условно, да, ладно, не неделю, полежал на диване там несколько дней, выходные, посмотрел в потолок, тебе ничего не хотелось, потом со временем ты чувствуешь вот какой-то небольшую искорку к чему-то, какое-то желание там вписаться в какой-то проект, сходить на какое-то мероприятие, и ты такая: ага, пойду сюда. Там еще больше сил появляется, потому что ты реализовываешь свои идеи и желания, и начинаешь хотеть еще большего, да, и ты уже вписываешься в какой-то другой проект, берешь дополнительно к работе основной, не знаю, еще на какую-то встречу соглашаешься, на какое-то мероприятие, и со временем этого всего становится столько много, потом тебе приходит в голову, не знаю, поменять тренировки на занятия с тренером, где больше нагрузки и где надо больше закладывать сил на эти действия, и как будто бы переоцениваешь свои возможности, и потом уже, когда вот все эти корабли запущены, все эти проекты запущены, тебе просто приходится успевать, и ты уже даже не получаешь удовольствия, и в какой-то момент ты просто затухаешь, сгораешь, и вот это страшно. Это страшно, потому что когда ты лежишь и смотришь в потолок, тебе ничего не хочется. Единственное, что ты ждешь, это что рано или поздно станет легче, отпустит, и ты снова почувствуешь к чему-то интерес и желание что-то делать. И ты ждешь. Иногда в моей жизни мне приходилось ждать месяцами. То есть я просто существовала и ничего не хотела делать. Я просто, мне нужно было там ходить на работу, на тренировки, по привычке это делала, но я не получала никакого удовольствия, потому что я ждала. Что меня зажжет, что вот к чему появится какое-то желание. И как только желание появлялось, я выдыхала, такая: слава богу, я начинаю жить, ура, снова. И скорость увеличивалась, обороты увеличивались, и циклы, вы понимаете, какие приходилось проживать. Сейчас я понимаю, что для меня это не ок. Я так не хочу больше, я устала от этого, я хочу научиться по-другому, но я не знаю пока как, я не умею. Для этого я решила, что мне нужно научиться длительный период своей жизни побыть на минимальных скоростях и понять, что здесь нет ничего страшного, потому что это то, чего я боялась, это то, что мне казалось, я не справлюсь. Меня часто очень, особенно в начале моего сабатикала, почему я, наверное, начала вести YouTube, потому что мне хотелось вписаться в какие-то активности. Я ушла с работы, у меня выделилось много сил, много энергии, и я не понимала, куда мне, что мне с ней делать, и я начала записывать видео. Я очень много видео записала на Мадейре, когда мы были в декабре. Они у меня лежат на жестком диске, многие из них вообще даже не начинала монтировать, не отдавала на монтаж.
И там есть видео, которые могут быть вам полезны, но пока, если честно, руки туда не доходят. Может, когда-нибудь буду постепенно выкладывать, посмотрим. Так вот, со временем энергии стало меньше, потому что активности в жизни стало мало. Мне пришлось разбираться с тем, где я себе врала, и что мне в жизни вообще-то не нравится, и что это вот такая реальность моя сейчас. Я пока не понимаю, что мне с ней делать, но очевидно, что я не хочу так больше, и как по-другому еще не знаю. То есть я вписалась в этот кризис, который проживала не тем, чтобы увеличивать скорость и не чувствовать его, а я просто в него вошла на медленных скоростях, и пришлось чувствовать все оттенки этого кризиса. И это было непросто, честно вам скажу. Бывали месяцы, когда у меня хватало сил на то, чтобы пойти на прогулку, приготовить покушать себе, и все. Даже вечером на тренировку у меня не хватало сил пойти. Это все от того, что когда-то я брала у себя в долг очень много у своего тела, у своего организма, у своей психики, и сейчас приходит расплата по этим долгам. И хорошо, что эта расплата такая, когда ты просто чувствуешь упадок сил, немного какую-то грусть, усталость, возможно, какое-то депрессивное такое небольшое состояние, но это не депрессия, просто там легкая депрессия, давайте так скажем, уныние. И другое дело, когда твое тело просто начинает болеть жестко, это какие-нибудь там, не знаю, опухоли, какие-нибудь проблемы с невралгией, какие-нибудь проблемы со спиной очень серьезные, не знаю, какие-то расстройства, какие-то язвы желудка, с сердцем какие-то проблемы начинаются. Это совсем другая уже история. И я понимаю, что если бы я, наверное, не остановилась вовремя, рано или поздно меня бы ждала вот такая участь. А я такой участи себе не хочу и вам не желаю. Поэтому обратите внимание на ту скорость, с которой вы живете, на то, подходит это вам сейчас или нет. Осознайте, что вы можете этим управлять, во всяком случае регулировать и корректировать на каждом этапе своей жизни, где-то увеличивать скорость и интенсивность событий в вашей жизни, где-то, наоборот, уменьшать. Это нормально, и вы реально, если вы из тех людей, которым сложно останавливаться, то попробуйте обманывать свою психику, как я приводила с примером сериала. Эти 5 минут у вашего мозга есть возможность хотя бы осознать, что происходит. Есть возможность провести честный внутренний диалог с собой. А я точно просто хочу отдохнуть с помощью этого фильма, сериала, или развлечь себя, или что-то изучить. Или это способ убежать от каких-то эмоций, каких-то проблемных ситуаций, которые я не знаю, как решить. Например, я не хочу писать диплом, или я не хочу доделывать этот проект, который я взял или взяла. Я не хочу идти на какую-то встречу, меня тревожит, что там мне надо будет выступать где-то, да. Или меня тревожит то, что я поругалась там с парнем или с девушкой, меня тревожит, что я поругался с девушкой своей, если вы парень. Или что меня тревожит, что там с мамой что-то происходит по здоровью, допустим, да. И вы внутри себя, вы точно знаете правду. Каждый из нас точно знает ответ на этот вопрос. Другое дело, честны мы с собой или нет. Так вот, в моменты замедления остановок у нас есть реальный шанс провести честный диалог с собой и попробовать найти решение того, что нам может помочь в этой ситуации больше, чем просмотр сериалов, игры и так далее. Во всяком случае, если вы вернетесь к сериалу, это будет осознанный выбор. И вы перестанете на подкорке винить себя за то, что сейчас вместо того, чтобы писать диплом или там еще что-то такое делать, вы смотрите сериал, потому что это ваш осознанный выбор. Вы себе разрешили, что сегодня целый день, несмотря ни на что, я не думаю ни про какие проекты, я сделаю все завтра, обещаю себе, но сегодня вот так. Поэтому рекомендую и вам обратить внимание на темп, скорость вашей жизни, интенсивность и умеете ли вы этим управлять, или все-таки зачастую вы бежите от снежного кома, который сами себе закрутили, и теперь уже не вы им управляете, а он вами. Вот. Всем хорошего дня, до скорых встреч, пока!